Ну что ж, друзья, наконец-то я запускаю бесплатный, но совершенно бесценный курс «Путь изобилия». Вы наверняка хотите знать, что будет в курсе и, собственно, в данном ролике. Этот курс будет полностью от А до Я посвящен изменению мышления. Слишком мало информации, Анна. Давайте-ка, пожалуйста, поподробнее. Я объясню. Все мы каждый день испытываем какую-либо нужду. И мы хотим быть богаче, любимее, здоровее. И самое большое заблуждение многих из нас – это то, что иметь все и сразу невозможно. В этом курсе я постараюсь убедить вас в обратном. Иметь все и сразу не только возможно, но и просто необходимо. Ведь именно тогда вы станете поистине счастливым и навсегда забудете слово «нужда» в любом его проявлении. Пройдя этот курс, вы вдруг осознаете, что ваш жизненный путь наполнен изобилием под завязку. У вас будет появляться больше идей, больше возможностей. Вы станете более решительным, более уверенным, позитивным, счастливым. У вас появится больше финансов, ваше здоровье станет крепче. Вы, наконец, ощутите гармонию в отношениях. И в этом крайне важном первом уроке я расскажу вам о том, что же является главной причиной отсутствия изобилия в жизни людей, а именно об ограничивающих убеждениях. А также мы поговорим о самом первом шаге, который вам необходимо будет совершить прямо сегодня. С вами Анна. И вы на канале «Не психология», где вы наконец познаете всю мощь богатого мышления и, конечно же, научитесь впускать изобилие в свою жизнь и в свое сердечко. Итак, что же такое изобилие? Большинство людей ошибочно полагают, что изобилие – это просто владение большим количеством денег. Но это в корне неверное мнение. Ведь изобилие включает в себя гораздо больше. Во-первых, это наши установки или убеждения. Во-вторых, это крепкое здоровье. В-третьих, изобилие включает в себя крепкие и радостные отношения. Ну и, конечно же, четвертым составляющим является финансовое богатство. И как вы думаете, какое из этих четырех составляющих самое важное? Именно, это наши установки, наши убеждения. Ведь именно они формируют наше восприятие реальности, то, каким мы видим и ощущаем этот мир. И в зависимости от того, какие установки вы в себе храните по сей день, вы видите мир либо ужасным и несправедливым, в котором у вас вечно недостаточно денег, ваше здоровье в плачевном состоянии, а отношения с людьми и со второй половинкой то и дело испытывают крах. Либо вы видите этот мир совершенно потрясающим, полным изобилия, счастливых отношений, крепкого здоровья, энергии, а также финансового достатка. Кто-то из вас наверняка помнит, что в ролике о фильтрах восприятия реальности мы уже говорили о том, как формируются любые из наших жизненных убеждений. Тем, кто еще не успел его посмотреть, то крайне советую вам это сделать, после просмотра этого ролика, конечно же, чтобы, так сказать, еще больше вникнуть в эту тему. Ну а здесь я хотела бы еще добавить, что большинство наших убеждений приобретается нами в возрасте 5-7 лет. То есть это тот самый возраст, когда мы становились вездесущими почемучками, и наш мозг активно впитывал любую информацию, которая нас окружала. И в основном именно какие-то глобальные понятия и убеждения относительно денег, здоровья, отношений, а также вероисповедания, например, закладываются в нас именно в этом возрасте. И если ваша мама или ваш папа, например, всегда ходили угрюмые, и их любимой фразой было что-то вроде «деньги как вода», «кушай, пока есть, потом может и не быть», «деньги достаются мне большим трудом» и так далее. Мы вырастаем с полным убеждением, что именно так оно и есть. Или, к примеру, в детстве вы часто видели, как родители ссорятся, или как они мало разговаривают, уделяют друг другу слишком мало времени. И вы также вырастаете с установкой, что счастливых отношений просто не бывает, а любовь живет 3 года. Мое любимое. И вы также в детстве наверняка могли наблюдать такие картины, что отец часто задерживался на работе, чтобы заработать побольше денег, и вследствие чего в семье был разлад. Или же ваша мать работала до изнеможения, чтобы прокормить вас, и, естественно, ни о каком крепком здоровье она и мечтать не могла. И, конечно, исходя из подобных картин, у любого из нас могла сформироваться такая установка, что всего и сразу иметь просто невозможно. Однако не любое убеждение может быть приобретено нами в раннем возрасте. Иногда мы получаем ужасный болезненный опыт уже в зрелом возрасте, когда, например, делаем неудачное вложение денег и проигрываем, после чего у нас появляется страх перед рисками в принципе.
Или же мы можем испытать сильные муки в отношениях и впредь будем бояться вообще с кем-либо познакомиться. У нас просто пропадет доверие к каждому человеку противоположного пола. Мы просто обобщаем всех людей и все ситуации под наш сложившийся опыт. И это вполне нормально, ведь наш мозг так запрограммирован, он склонен все упрощать и обобщать. Поэтому я хочу подытожить все вышесказанное следующим образом. Мы видим все именно в таком свете, каковы наши убеждения. И цитируя Стивена Кови, скажу: мы видим мир не таким, каков он есть, а таким, каковы мы сами. А сейчас я скажу вам одну фразу, которую я хочу, чтобы вы записали и поразмышляли над ней. Возможно, уже она произведет сдвиг в вашем сознании. Внимание! Мы приходим в этот мир с мышлением изобилия. Когда мы появляемся на свет, в первые годы жизни особенно, у нас ведь совершенно нет никакого страха, что нам чего-то не хватит, что скоро любовь матери и отца закончится, что нам нечего будет есть. И мы смотрим на этот мир с радостью и воодушевлением. Мы не отягощены негативным опытом, для нас его не существует. Ведь вспомните, когда вы делали первые шаги и падали, вы все равно вставали и снова пытались пойти. И вы не думали: черт, нужно выпить как можно больше этого молока или молочной смеси, ведь эта благодать скоро закончится. Нет, мы совершенно очевидно рождаемся для того, чтобы быть счастливыми. И поэтому в начале нашего пути изобилия мы будем заниматься нашими установками. А посему последующие несколько уроков будут посвящены именно этому. Избавлению от ограничивающих убеждений и установок. И не сомневайтесь, у вас это обязательно получится. Насколько бы глубоко вы не погрязли в своих ограничениях и рамках. Главное, будьте хорошими студентами и не пропускайте уроки. И вот так плавненько мы подошли еще к одному моменту. Давайте теперь обсудим тот самый первый шаг на пути изменения мышления, на нашем пути изобилия. Что это? Как вы думаете? А это, мои дорогие, решимость и, конечно же, способность действовать. Прямо сегодня, прямо сейчас вы обязаны принять твердое решение. Что это значит? Это значит, что вы должны преобразовать ваше «я хотел бы» в ваше «я должен». Вы сами послушайте, как это звучит. Я хотел бы быть увереннее. Я хотел бы иметь больше здоровья. Я хотел бы больше денег, чем сейчас имею. Или же вот вам иной вариант. Я должен стать успешнее. Я должен стать сильнее. Я должен стать богаче, мудрее, добрее, здоровее, мужественнее, женственнее. Я должен обрести гармонию и взаимопонимание в своих отношениях. Я должен изменить свое мышление. Я должен пройти путь к изобилию до самого конца. Вы услышали разницу? Вы ее прочувствовали? Я уверена, что да. Между мечтой и целью лежит огромная пропасть. Мечта – это мимолетное витание в облаках, лежа на диване. Цель – это твердое решение, за которым следует практически мгновенное действие. Это когда ты не можешь спокойно сидеть на месте, зная, что где-то там вдалеке, а может и нет, есть то, что ты страстно желаешь, и ты уверен, ты просто убежден в том, что ты достигнешь этого во что бы то ни стало. Да, мы люди, человек, так устроены, что постоянно стремимся к расслаблению. Нам свойственно откладывать важные, но не срочные дела. У нас всегда в приоритете важные и срочные дела, вроде горящих по срокам отчетов и так далее. Нужно научиться действовать сразу и не усложнять. Вас ждут огромные перемены в жизни, и только вам решать, когда вы к ним придете. Через месяц, через год, через 10 лет или же никогда. И вот вам мой совет. Думайте не о пути, а о результате. Ведь когда я, например, думаю о результате своей тренировки, то мне гораздо легче поднять себя и пойти в тренажерный зал. Я просто беру и делаю, не задумываясь о лишнем. Я думаю лишь о том, какое рельефное, красивое тело я получу, насколько я буду нравиться себе, насколько я буду уверена в себе. Но вот когда я думаю о пути, который мне придется совершить, чтобы попасть на эту тренировку, о мой бог, вот тут начинается весь ужас. Ой, надо встать, принять душ, высушить, уложить волосы, одеться, накраситься, собрать сумку, выйти в этот мороз или слякоть, или жару, потом еще 15 минут туда тащиться, переодеваться, вставать на эту беговую дорожку, чтобы разогреться, а потом еще и тяжело тренироваться 45 минут подряд. Потом мне надо будет принять душ, снова пойти в эту стужу, слякоть, жару, пройти путь до дома, а там еще, о боже, еще и еду себе готовить. Я думаю, тут добавлять больше ничего не стоит. Просто примите решение. Возьмите на себя обязательства и начните действовать, представляя конечную цель.
Никаких лишних мыслей, никаких дополнительных умозаключений логики, только действие и вера в результат. А уж когда вы выполните это действие, ох, что это вам даст. Для начала это увеличит уровень вашей дисциплины, ведь вы сделали то, что казалось вам очень трудным, но то, что вам по итогу принесет огромную пользу, и что, несомненно, мгновенно отразится на вашей самооценке. Вы почувствуете огромную пробудившуюся силу внутри себя, станете больше себя уважать, а все это как минимум ведет к уверенности в себе. И именно поэтому я призываю вас на время всего нашего курса вооружиться тетрадью и ручкой, чтобы записывать все ключевые моменты. И это крайне важно. Делая записи, вы увеличиваете силу концентрации и понимания, а также ускорите процесс достижения устойчивых позитивных изменений в своей жизни. В конце концов, взять и использовать тетрадь и ручку – это и есть тот самый первый шаг, который сложнее всего сделать. Просто пересильте себя. Сделайте это простое действие, и вы сразу же осознаете, что все не так уж и сложно. Поймите, я не хочу быть вашей надоедливой училкой, которая стоит над душой, когда вы пишете тест, или вызывает вас к доске, когда вы не готовы. Я хочу быть вашим другом, который будет поддерживать вас и пинать, когда это необходимо. Я хочу, чтобы вы стали сильнее, умнее, богаче, здоровее, любимее. Я хочу, чтобы вы стали тем, кем вы должны быть, а именно счастливыми во всех отношениях людьми. Я хочу этого, потому что искренне вас люблю. Вы потрясающие, ваш потенциал безграничен, я верю в вас. Поверьте же и вы в себя. И да, расчувствовалась и чуть не забыла ваше домашнее задание. Внимание, это очень важно. Выделите для нашего курса тетрадь или блокнот. Ну и ручку, естественно. А сейчас самое важное. Хорошенько подумайте и запишите в тетради список своих ограничивающих убеждений касательно изобилия. Это может быть что-то вроде «у меня вечно не хватает денег», или «деньги как вода сквозь пальцы», «мне нужно очень много и тяжело работать, чтобы заработать хоть немножечко денег». Также это может быть что-то подобное. «Мне никогда не везет с мужчинами, женщинами. Мой спутник жизни никогда не полюбит меня так же, как я люблю его. Я недостаточно красив, умен, талантлив, поэтому меня никто никогда не полюбит». Или относительно здоровья. «Этот мир забит отходами под завязку. Здесь просто невозможно быть здоровым. Мы грешные, а значит, мы не можем быть здоровыми и энергичными. Все мы созданы, чтобы болеть, стареть и умирать». Ну и так далее. Подумайте очень хорошо. Вытащите из своего подсознания этих монстров. Когда мы узнаем вашего врага в лицо, нам будет гораздо проще его обезоружить и победить. Пройдитесь по каждой из сфер своей жизни. Вашим третьим заданием будет осознать, кто и в каком возрасте запечатал в вас эти убеждения. Может быть, это кто-то из ваших родителей. Может, это вы сами или кто-то еще. Запишите это. Только, пожалуйста, не вздумайте винить этого человека, ведь на самом деле он оказал вам большую услугу. И об этом я расскажу на следующем нашем уроке. Обязательно, непременно жду вас на следующем уроке, на котором, напомню, мы будем заменять старые ограничивающие убеждения на новые, расширяющие и вдохновляющие. Спасибо за просмотр, мои хорошие. Я вас искренне обожаю. Вы лучшие. Пока.